Здравствуйте, друзья! Тема сегодняшнего обзора будет смарт-браслет Amazfit Band 5 от компании Huami. Сразу хочу уточнить для тех, кто подумает, передрали у Xiaomi Mi Band 5. Компания Huami является производителем всей линейки Mi Band, начиная с первого, и конечно же они делали пятый. Только они, кроме компании Xiaomi, делают еще и собственную линейку смарт-устройств. Эта линейка имеет общее название Amazfit. Ну и конечно же Amazfit Band 5 не что иное, как улучшенная версия Mi Band 5. Оно и понятно, для себя всегда хочется сделать получше. Модель Amazfit Band 5. Интерфейс Bluetooth 5.0. Экран 1,1 дюйма AMOLED 126 на 294 точки. Покрытие экрана 2.5D Gorilla Glass. Сенсоры. BioTracker 2 PPG оптический сенсор, трехосевой акселерометр и гироскоп. Функции. Пульс, содержание кислорода в крови, уровень стресса, шагомер, будильник, напоминания, уведомления о звонках, сообщениях, событиях, погода. Спортивные режимы 11 вариантов. Аккумулятор литий-полимерный 125 мАч. Время работы. Стандартное использование 15 дней, экономичный режим 25 дней. Время зарядки 2 часа. Размер 47,2 на 18,5 на 12,4 мм. Вес 24 грамма с ремешком, 12 грамм без ремешка. Материал корпуса поликарбонат. Влагозащита 5 атмосфер. Материал ремешка термопластичный полиуретан. Регулируемая длина ремешка 162-235 мм. Поставляется устройство в красивой белой коробке с логотипом Amazfit и цветным изображением браслета в натуральную величину. Посылки этот магазин упаковывает очень тщательно, коробка как с витрины. Коробка сделана так, что просто открыть и закрыть ее нельзя, только вскрыть, вырвав сбоку специальную ленту. Поэтому всегда есть уверенность в том, что браслет упакован еще на заводе. Вот все, что нашлось в коробке с браслетом. Давайте разберемся с этим всем поподробнее. Толстая, более чем на 200 страниц инструкция на 12 языках, а вот русского и украинского не нашлось, но есть английский. Хотя совсем можно разобраться и без нее. Зарядный кабель подключается к любому блоку питания с USB выходом или компьютеру. Контактная площадка центрируется и крепится при помощи магнита. Перейдем к фитнес-браслету. Все уже давно привыкли к таким устройствам, и их вид стал стандартным. Узкая капсула в ТПУ-ремешке. Ремешок в меру жесткий. Большое количество отверстий поможет удобно закрепить браслеты на маленькой детской руке и на крупной мужской. Держится надежно, кроме этого ремешки можно менять. Сенсоры для снятия показаний о пульсе и содержании кислорода в крови находятся сзади. Первый светит зеленым, а второй красным цветом. Тут же находятся контакты для зарядки. Ремешок снимается с усилием. Для него с боковых сторон овальной капсулы есть специальные выемки. Вес капсулы около 12 грамм, столько же весит штатный ремешок, привыкнуть к нему легко, ношение не вызывает дискомфорта. Большим плюсом, по моему мнению, является то, что для зарядки браслета его не нужно доставать из ремешка, как это было раньше. Это не только гораздо удобнее, но и не нужно постоянно растягивать ремешок. Браслет приехал более чем наполовину заряженный, но для тестирования продолжительности работы я его зарядил полностью. Хотя в инструкции русского и не нашлось, в языке интерфейса он оказался в самом начале. Выбираем его, и дальше браслет попросит запустить приложение на смартфоне. Для работы с устройствами линейки Amazfit нужно фирменное приложение ZEP. Кстати, когда я на него перешел, используя тот же Mi аккаунт, что и MyFit, затянулась вся моя история, начиная с 2016 года. В нем добавляем новое устройство, выбираем браслет, ищем и отправляем запрос, после чего подтверждаем на браслете. После подключения устройство активируется. В один момент на одном аккаунте активно может быть только одно. И если у вас есть еще какие-то часы или браслет, то они будут деактивированы, но при этом останутся привязанными к аккаунту. Обновится прошивка и ресурсы, и браслет будет готов к работе. Уровень заряда на момент подключения 100%. Пройдемся по пунктам меню. Первое — это магазин, где можно кастомизировать вид экрана браслета. Есть довольно много различных вариантов, из которых каждый сможет подобрать себе что-то по своему вкусу. На первой, открывшейся сразу после запуска приложения вкладке, отображается текущая информация, часть из которой, например, шаги, пройденное расстояние, калории, пульс, уровень стресса, содержание кислорода в крови измеряется браслетом. Есть данные, которые можно вносить вручную, это, например, вес. Кстати, он может добавляться и автоматически с умных весов Xiaomi.
температура, глюкоза крови. Также показана информация о последней физической активности за сегодня. Вторая вкладка, название которой перевели как «Наслаждаться», показывает вообще все возможные опции приложения. Сначала будут идти доступные. Это зависит от типа и количества подключенных устройств. У меня это умные весы и герой обзора. А дальше остальное. Те, что могут быть доступны с другими устройствами линейки Amazfit. Из последней, третьей вкладки «Профиль» можно попасть в меню конкретного устройства. И вот так выглядят все доступные опции для Amazfit Band 5. Все самое интересное мы с вами сейчас и рассмотрим. При включенной разблокировке экрана не нужно будет вводить пароль или отпечаток пальца. Телефон разблокируется от находящегося рядом браслета. Входящие вызовы и СМС заставят браслет вибрировать при звонке, причем прямо с браслета можно сбросить звонок или перевести на бесшумный, а при получении СМС оно отобразится на экране. Также можно включить уведомления из приложений, например мессенджеров, это очень удобно. Приходящие сообщения будут отображаться на экране браслета, но не все подряд, а только те, для которых разрешены уведомления в самом мессенджере. Мне очень нравится будильник, тут их 3. Время настраивается в приложении, а включить или выключить его можно прямо с браслета. Такой будильник гарантированно меня поднимает, но при этом совершенно незаметен для окружающих. Также есть опция напоминаний о различных делах и событиях. Можно включить функцию напоминания о разминке. Браслет напомнит вам размяться, если вы более часа неподвижны, причем это работает только в заданный промежуток времени. Есть уведомление о достижении дневной цели по шагам. Опция «Информация о пульсе» сможет передавать ее другим устройствам, но подробнее, как работает эта функция, я так и не смог изучить. Для корректной работы нужно указать, на каком запястье находится браслет. Я ношу на левом, но знаю людей, которые носят на левом механические часы, а на правом такой браслет. Для удобства есть функция, активирующая экран при поднятии руки, как будто бы посмотреть на часы. Ее тоже можно отключить на ночь. Браслет при снятии можно автоматически блокировать, правда зачем, я так и не понял. В меню «Мониторинг состояния здоровья» можно установить параметры измерений для браслета. Например, периодичность измерения пульса, определение активности и уведомления в зависимости от пульса. Можно включить автоматическое измерение уровня стресса и качества дыхания. Но стоит помнить о том, что эти опции сильно влияют на продолжительность работы от одного заряда аккумулятора. Еще есть опция, которая автоматически будет понижать яркость экрана браслета в ночное время. Это тоже полезно и удобно. Браслет можно использовать как пульт управления камерой смартфона. Эта опция включается отдельно, и браслет сопрягается с телефоном как дополнительное Bluetooth устройство, после чего с браслета можно управлять камерой. Этот режим тоже хорошо отъедает ресурс аккумулятора, поэтому после использования я рекомендую его отключать. В меню «Параметры ярлыков» настраивается их порядок отображения на экране браслета. Сверху оранжевые – это ярлыки быстрого доступа, они вызываются свайпом в стороны по экрану. Свайпами вверх-вниз весь список опций, тут можно менять только порядок, доступны они будут сразу все. Теперь перейдем к экрану. Визуально точек на нем не видно, их можно разглядеть только тут, на фото в высоком разрешении. Цвета хорошие, но на солнце читаются неважно, далее я покажу как. Статус. Информация о пройденных шагах, расстоянии и сожженных калориях за текущий день, а также количество шагов по дням за последнюю неделю. Pay. Это индивидуальный индекс активности, он рассчитывается исходя от вашей физической активности, за которую начисляются баллы, причем чем она выше, тем сложнее заработать эти баллы. Сумма баллов за неделю есть индекс. Рекомендуемый уровень 100 и выше. В истории показаны не баллы за каждый день, а их сумма на текущую дату. Пульс. В этом меню можно принудительно запустить измерение пульса, а также посмотреть историю активности за текущий день. У меня активирована опция автоматического измерения пульса каждую минуту. Измерение уровня кислорода в крови. Эта функция является ключевым отличием Amazfit Band от Mi Band 5. Это и объясняет его большую, чем у модели для Xiaomi, стоимость. Вторым отличием является бесполезная в наших широтах опция работы с голосовым ассистентом Amazon Alexa. Меню уведомлений. Тут будут храниться несколько последних непросмотренных сообщений, смс-ок, мессенджеров, приложений. После прочтения они будут исчезать. Уровень стресса. Браслет проводит анализ вашего состояния и рассчитывает уровень стресса. Опция может запускаться вручную из этого меню, либо автоматически, я ее показывал чуть ранее в приложении Zepp. Еще есть интересная опция дыхания. Она ничего не измеряет, это что-то вроде тренажера для глубокого дыхания и расслабления. Следим за анимацией и по подсказкам делаем вдохи и выдохи.
Как работают все эти опции, я покажу чуть дальше. События – это уведомления о делах, о встречах, о чем угодно в заданное время и с заданной периодичностью. Устанавливаются они на телефоне в приложении. После этого на браслет приходит сообщение, которое можно либо отключить, либо, нажав на Z, временно деактивировать, аналогично режиму дрема на будильнике. Погода. В этом меню можно посмотреть текущую обстановку и прогноз на неделю. Информация берется из приложения, которое скачивает прогноз по координатам местонахождения телефона. И режим тренировка. Тут есть 11 вариантов, все основные. Мне лично хватает 4. Бег на улице и на дорожке, ходьба и велосипед. Понравилось то, что если вы остановились, браслет автоматически ставит паузу. Особенно полезно это в городе, где есть дороги и светофоры. После того, как вы начнете движение, спортивный режим включится сам. Благодаря этому вы получите более корректную информацию о тренировке, например, темп и скорость, где не будут учитываться вынужденные остановки. Все остальные функции вынесены в отдельное меню дополнительно. В предыдущих версиях фитнес-браслетов большая часть из них имели отдельные пункты в главном меню. Но здесь из-за более важных опций, таких как уровень кислорода в крови, их схлопнули. Режим не беспокоит, когда браслет не будет реагировать на уведомления, звонки, СМС, приложения и другие. Будильник при этом работать будет. Есть варианты постоянного включения режима, автоматического, браслет сам решит, когда вы уснули, и включение режима на заданное время, либо в заданный период. Я пользуюсь как раз таким вариантом с 22 до 7 утра. Будильники. Установить время можно только в приложении, а с браслета включить либо выключить. А вот это режим камеры, про который я уже говорил. После его подключения тут появится кнопка, по нажатию на которую камера телефона будет делать снимок. Музыка. Управление музыкальным плеером, любым, запущенным на телефоне. Пауза, вперед, назад, звук. Очень удобно, особенно в спортзале, когда телефон не под руками. Секундомер. Запускается и останавливается с браслета. Таймер. Тоже управляется с браслета и позволит засечь нужный интервал времени. Режим без звука позволит с браслета включить беззвучный режим на телефоне. Мировые часы – это информационная опция, которая позволит узнать текущее время в различных часовых поясах. Перелистывается свайпами вверх и вниз. Браслет запоминает несколько последних установленных экранов, которые можно выбирать и менять прямо с него. Это намного удобнее и быстрее, чем искать и загружать приложение. Кстати, это меню появится, если нажать на экран и удерживать на нем палец несколько секунд. В настройках можно установить яркость и время до автоотключения экрана. Блокировка экрана пригодится, например, в бассейне, экран не будет перелистываться из-за воды. Тут же можно включить режим определения активности и найти засунутый куда-то телефон. Фото экрана браслета на улице. В принципе, почти всегда можно найти положение, при котором экран будет читаться, но при ярком солнце это сделать довольно сложно. По своему опыту скажу, что лучше всего на солнце виден экран часов Amazfit Bip и Bip S. Спортивный режим. На улице браслет будет использовать данные GPS приемника телефона, своего у него нет. В помещении GPS не используется. После определения местоположения режим будет запущен. Пауза, как я и говорил, ставится и снимается автоматически в зависимости от активности. Пример работы режима ходьба. Отображается время тренировки, расстояние и количество шагов. Оно, кстати, идет в общий дневной зачет. Свайпнув вниз, покажется информация о сожженных калориях и сердцебиении. Для выхода из спорт-режима нужно нажать и подержать кнопку под экраном. Что касается аккумулятора. В своих обзорах подобных устройств я специально постоянно акцентирую внимание на том, что расход аккумулятора напрямую зависит от характера использования часов. Например, в данном случае я специально создал высокую нагрузку. Это и большое количество уведомлений, и ежедневные многократные замеры уровня стресса и кислорода в крови, и не менее часа каждый день спортивный режим, что тоже хорошо отъедает аккумулятор. В результате у меня получилось примерно 10% в день. То есть в таком очень активном режиме аккумулятора хватит дней на 10. В нормальном режиме использования, то есть уведомления, будильники, как часы и шагомер, хватит примерно недели на 2. А если прибегнуть к некоторым энергосберегающим настройкам, например, включить режим измерения пульса не раз в минуту, а раз в 5 или 10 минут, то можно выйти примерно на 3 недели автономности. И для полноты картины осталось только посмотреть, как работает интерфейс устройства. Все достаточно отзывчиво, хотя к управлению надо немного привыкнуть, экран все-таки мелковат.
Измерение пульса и последующее за ним уровень кислорода, стресса и режим дыхательной практики я решил не ускорять, а показать в режиме реального времени, чтобы было точное понимание, как и сколько они работают. А что же в конце концов купить? Amazfit Band 5 или Mi Band 5 зависит только от того, хотите ли вы иметь возможность измерять уровень кислорода в крови. Ведь это и есть основное различие между этими браслетами. Если да, ваш выбор Amazfit Band 5. Если нет, тогда Xiaomi Mi Band 5. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также акции и купоны на товары для умного дома вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!